Пойдем далее. Тихоня, но в то же самое любящего ее и преданного Гефеста, который для нее делал самые прекрасные украшения и богини, значит, добрый вечер, послушного, хорошего, работящего Гефеста. Она любила Ареса. И с ним же и убежала. И Арес ее бил, и Арес ее доводил до слез, и Арес причинял боль. Но она с ума сходила по нему, она обожала его и любит его до сих пор. И родила ему Купидона или Амура. О чем это говорит? Это говорит о том, что любовь и война, любовь и боль ходят рука об руку. Так вот, рыбы любят страдать. Они любят людей, которые им причиняют боль. И они избегают тех людей, которые им послушны и которые для них готовы на все. Если вы хотите понравиться рыбам, нужно к ним проявлять некоторое время абсолютное безразличие. И рыбы будут по вам сходить с ума. Ну или умеренную страсть. Скрывает как хорошее, так и плохое. Рыбы тихони. Но это не говорит о том, что у рыб нету внутреннего мира или страсти. Она очень велика. Но они никогда это не показывают. Они свою жизнь абсолютно в закрытом пространстве развивают. Афродита. У нее есть порывы. Она может броситься в бой ради любимого человека, а может просто уйти в сторону и вообще уйти от него. У рыб есть такая интересная особенность. В какой-то момент жизни, когда рыбу обидели, она просто молча собирается и уходит. То есть она никогда не показывает свое недовольство. То есть по рыбам непонятно, ей хорошо или плохо. Но это люди, которые очень трепетно относятся к своей внешности. Они очень трепетно относятся к своей внешности, они очень боятся старости, они очень переживают старость, из-за старости. А для них вот каждая морщина, каждый белый волос может довести до истерики. То есть у них начинается трясучка, они переживают из-за старости. Даже еще начиная с 15 лет они очень боятся старости. И если хочешь сделать больно рыбам, скажи, что она там потолстела, что у нее там лицо, как что-то лицо стало стареть или волосы стали белые. У нее будет истерика ушами. Рыб легче всего привлечь комплиментами. Теперь Афродита. Казалось бы, легкомысленная, но мощная страсть, которая правит, управляет всеми людьми. Одна из величайших и главнейших богинь, скажем, Олимпа. Я призываю тебя, сердец. Я призываю, которая рождена из пучины, которая рождена из пены морского. Я призываю свою покровительницу Афродиту. И говорите в зеркало Венеры то, что вы хотите. Просите. То есть можно ли держать дома статую Афродиты? Да. Поскольку мне часть без лицо, она была такая, я вам перечислила, это Афродита. Вот смотрите, хотите себя узнать? Вот она жила спокойно с Гефестом, была вся такая тихоня, красавица. Всем казалась такой дурочкой, но просто очень красивой и такой сексуальной, сексапильной. Олимпа сходили по ней с ума. А Арес был абсолютно к ней безразличен. А она с ума сходила по Аресу, плакала, бегала за ним. Один раз настолько далеко побежала, что эти шипы просто кололи ей ноги, и кровь брызгала оттуда. Отсюда появились розы, поэтому их называют цветы Афродиты или Венеры. И в конце концов она добилась своего и вышла замуж, точнее, женила его на себе. В восторге от того, что у него самая прекрасная богиня и жена, и по которой сходились с ума все боги Олимпа. А Аресу как-то по барабану. Ну, взял он ее в жены и взял. И вот так мужчину, которого обожают, любят, сходят по нему с ума, а он отвечает абсолютным безразличием всю жизнь. Казалось бы, ну есть ты и есть. Есть они яркие женщины, яркие красавицы. Но из-за своей вот этой вот
никчемной жизни, за боли, которые всю жизнь они терпят, в итоге они просто стареют рано. Видимо, подсознательно это чувствуют, понимают, и поэтому как бы рыб очень безразличны к ним.